Доброе утро. Проснулись вот с таким вот замечательным видом. Вчера был абсолютно прекрасный вечер. Сходили в сауну, погрелись. Взяли двойную порцию ужина. Наконец-то наелись. Сегодня у нас ждет завтрак. И дальше мы будем двигаться в сторону одного из самых известных участков Силк-роуда. Это Old Soviet Road. Настроение хорошее. В юрте поспали. Было достаточно тепло. И колено перестало ныть после вчерашнего холодного вечера. Добрались до легендарного участка Old Soviet Road, который находится за моей спиной. Сейчас будем пару часов в него идти. Артефакты старой советской дороги. Вот такая вот колючка. Прошли легендарный участок Old Soviet Road. После перевала Суёк выглядит прям очень просто. Просто идешь пешком по тропе. Ну, велосипед приходится толкать. Прошли его за 50 минут. Не встретив каких-то особых сложностей. В прошлой гонке он отмечался как что-то прям мощное, крепкое. Едем в Нарын по абсолютно омерзительной дороге. Это какой-то ужас. Вся дорога в гребенке. Постоянно ездят машины, которые поднимают тонны пыли. Приходится всем этим дышать. Закупились в магазине перед 400 километрами автономки. Вот что мы купили. Бич-пакетов, аж целых 6 штук. Много всяких батончиков сладких. 3 банки консервов. И также у нас есть сублиматы 6 штук. И немного сушеного мяса. Кажется, этого должно хватить на 3-4 дня. Времени около 10 вечера. Остановились поесть мороженое. Магазины в деревнях еще работают. И это не может не радовать. Подкрепимся и поедем дальше, пока не захотим спать. Дальше где-нибудь в поле встанем. Доброе утро. Начинаем свой день в полях недалеко от города Нарын. Сегодня у нас на завтрак вот такой вот прекрасный рис, килька в томате. Еще у меня осталось после вчерашнего чуть-чуть хлеба и сыр. Про план на сегодня, не знаю, у нас сегодня будет очень долгий подъем-перевал. Порядка 170 километров нам до вершины. И вершина на 4000 метров. До этого будет еще один подъемчик на 3000 метров. В общем, будем очень долго и медленно ползти в гору. После обеда должно быть побыстрее, потому что ветер нам должен помогать. Воздух разогревается, начинается подниматься в горы. Типичная ситуация. Остановились заменить колодки в переднем колесе. Подбежало. Как обычно, много детей, которым интересно все это. Местами здешние виды очень сильно напоминают Армению. Вот как раз мы находимся где-то в районе Сивана, Цвагюха. Пока спускались, почувствовал удар в обод на переднем колесе. Надеюсь, что обод цел, и это только подспустило чуть-чуть покрышку. Сейчас попробуем накачать, если герметик, кажется, не льется, и трещин на ободе я никаких не вижу. Так что, надеюсь, все обошлось. Наконец закончилась эта бесконечная пыльная дорога. В конце ее нас ждало вот такое приятное озерцо, в котором можно было чуть-чуть умыться. Это просто радость. Нам повезло, и мы неожиданно нашли секретный спот в горах. Магазин, где можно купить колу и всякое съестное. Попили кофейку, сейчас будем двигаться дальше, перевал.
hungry, tired, hot. А, еще забили. Времени 19 часов 16 минут. Мы проехали уже почти 100 километров. Если мы проедем 130, это означает, что улитка на сегодня нас не догнала. А самое главное, быть не съеденным улиткой. Доброе утро. На часах 7 утра. Вчера выехали из достаточно теплой долины и попали вроде бы хоть в ту же самую, но сделали перевал и стало гораздо холоднее. Сейчас погода очень напоминает какой-то север. Мелкий моросящий дождь. Не очень холодно, но просто такая достаточно противная и очень влажная погода. Несмотря на все это, ночевка была хорошей. Было тепло, я выспался и по ощущениям восстановился. Сегодня у нас на завтрак рис с килькой по-мексикански. Вполне себе неплохой вариант для такой погоды. Вот такое вот облако в виде моста с одного холма на другой холм движется на нас. А впереди стена дождя. Но он не сильный, пройдет и снова будет более-менее сухо. По времени сбор лагеря и завтрак, как обычно, заняли 2 часа. Пока собирались, налетел дождь. На этот раз я был более умный и засунул все вещи в гермы внутри бивика. В общем, все было сухое. Спальник, коврик, термобелье. Кроме самого бивика, он был насквозь мокрый. Выехали около 8:30. Погода мерзкая, холодно, дождь сменился моросью. Пришлось надевать полную ветрозащиту, чтобы было хоть немного потеплее. Во время сборов нас обгоняет множество участников. Едут все примерно в одном темпе. Но тот, кто ложится раньше, тот и выезжает раньше. С утра обгоняя любителей поспать. Вереница людей, проезжающая мимо, отлично мотивирует не тратить время впустую утром. Время от времени нас обгоняет Land Cruiser медиакоманды, делая остановки в разных местах для съемок участников. Наибольшее их внимание привлекали поломки и броды. Прошло 2 часа, проехали 24 километра, и погода с каждым часом становится все лучше и лучше. Сейчас уже едем практически в коротком, снял кофту, снял куртку. Хоть слово «автономка» и означает отсутствие магазинов и кафе, но не означает отсутствие людей. На высотах выше 3000 метров стоит очень много юрт, потому что здесь есть свежая трава для скота. В случае необходимости можно постучаться к чабанам и попросить еды или ночлега. Но Нельсон такое не одобряет. Встретили Рената. Он рассказал нам историю, что вчера попал под дождь и сидел 2 часа у чабанов. Пил чай. Попросил у них молока для каши на утро. Но вместо маленькой бутылочки 0,5 всучили ему 1,5 литра. Нормальный такой объем. Добрались до первого мини-перевала, точнее его уже взяли, на пути к основному. Сейчас высота около 3800 метров. Подмазал цепь, подмазал нос, потому что солнце яркое. Погода очень переменчивая. Если солнце выходит, то очень жарко. Если солнце заходит, то сразу же замерзаешь. Второй перевал 4000-ник на гонке взят. Это также перевал Суёк, как и в первый раз. Но все в этот раз произошло гораздо проще. Во-первых, он полностью заезжаемый. Во-вторых, горняшка не беспокоила. Просто едешь в седле, давишь свои ваты, даже чуть больше, чем планировалось, и получаешь удовольствие от красивых видов. Сейчас поедим хлебушка с арахисовой пастой и продолжим путь вниз. Спустились в долину с перевала Суёк. Первое впечатление: здесь очень-очень холодно. Прямо сейчас идет мелкий град. Скорее всего, ночевка тоже будет холодной. Радует то, что 200 километров осталось до контрольного пункта, и набора тут всего 2213 метров.
Не знаю, будет ли что-нибудь слышно или нет, но, в общем, мы проехали до разворота. Это около 50 километров. Дорога отвратительная. Ветер все время дует в лицо, ветер сильный. И, конечно же, дорога в лучших традициях — это гребенка. Вот, едем, наслаждаемся. Сейчас будет разворот и поедем обратно. Попробуем воспользоваться попутным ветром, пока он не кончился. Доброе утро. После той вчерашней дороги с ужасным ветром ветер сохранил направление, и мы как раз полетели с попутным ветром уже вперед. Ехали достаточно быстро, примерно около 10 часов 30 минут. Остановились поставить лагерь. За ночь бивик не высох, за ночь спальник тоже весь в воде. Ночью были отрицательные температуры, все покрылось льдом. Но спальник сухой изнутри был, поэтому я не замерз. Хорошие вещи делают с пропитками. Традиционный утренний завтрак для автономочки, рис и килька. Сегодня мы гавайцы. Добрались до участка дороги, где размыто большинство мостов. Первые два мы уже пересекли. Первый пришлось вброд. На втором осталась очень узенькая тропа для велосипедистов. И третий мост, вот сейчас вот нам предстоит переходить. Сухими ногами, к сожалению, остаться не получится. Будем страдать. Брод был глубокий, мне казалось, выше колена. Вода холодная и достаточно бурная. Наверное, самый сложный брод, который мы проходили во время гонки. У Димы опять застучала педаль. Делаем максимально неправильно. Пытаемся починить смазкой цепи. Итак, второй раз мы взяли перевал Суёк. 4000 метров над уровнем моря. Все зарешаемо. Все так же приятно. Еды было на автономке достаточно. Последние 50 метров подъемом расцепилась цепь. Канипикс очень помог здесь. Взятие перевала Суёк, по сути, означало конец автономного участка. Впереди только длинный спуск к Иссыкулю, где находится контрольный пункт. Опыт предыдущих дней научил нас покупать достаточно еды, потому 3 суток на высокогорье прошли в относительном комфорте. Но хотелось уже простых бытовых радостей. Съесть супа, сходить в душ и поспать на высоте меньше 3000 метров. На маршруте 3 раза повторяется один и тот же участок дороги. Есть возможность встретить знакомых, кто обгоняет тебя на день и кто отстает от тебя на день. Чудесный шанс поделиться эмоциями и полезной информацией о маршруте. La balle et la morale, l'anarchiste en chaos, tu n'es que qui vide, l'insurrection qui vient dans la poche de la guerre. Tu penses que la haine est au plus dans l'aine, et la gentillisation élimine la gangrène. Pour tes amis, les camarades en lutte, c'est le rapport de force, permet d'atteindre le but.